Здравствуйте, мои дорогие зрители и подписчики. Это будет короткое видео, в котором не будет самолетов, но будут крылья. Субботнее утро одного из первых дней сентября начинается с Савеловского вокзала, откуда отправляется электричка. Билет купил заранее через приложение ЦППК, которое почему-то называется просто одним словом «расписание». Какая-то маскировка. Для прохода через турникет нужно иметь бумажный билет, а электронный показывать отдельному сотруднику, который вручную пропустит. Смотрю на табло. Мне нужен путь номер 2 до конечной станции Большая Волга. По этому направлению в день много электричек, но самый быстрый путь занимает 2 часа и 10 минут с 5 остановками на экспрессе «Рекс». За 20 минут до отправления состав появляется на пути. Сегодня рейс выполняет ЭП-2Д – массовая и надежная рабочая лошадка нового поколения. Постепенно эти поезда заменяют привычные ЭД-4М на пригородных маршрутах. Оказывается, поезд приехал с какого-то другого рейса. Сначала выпустили пассажиров, закрыли двери, проверили состав и минут за 10 пригласили на посадку. Логотип емко указывает на длину и скорость. Улыбаюсь. Много пассажиров были с велосипедами, для которых в вагонах есть крепление. Билет покупал во второй вагон, и в приложении было указано направление. Мое место должно быть по ходу движения. Какой приятный салон с мягкими креслами и большими глубокими подголовниками. Расстояние между креслами не сравнится с самолетами. Ногу на ногу закинуть легко. Если смотреть вперед сквозь вагоны, есть ощущение отсутствия желания у пассажиров ехать за такую стоимость. Или зайдут на следующих остановках. Подхожу к своему креслу, и выясняется обратное направление, чем было указано при покупке билета. Интересно, можно ли в таком случае его сдать или получить компенсацию? Салон не полный, решил просто пересесть. Если вдруг придет пассажир туда, еще раз пересяду. Если кресла чистые, то вокруг них пыль и грязь. Обслуживания не будет. Взял с собой чай из кафе на перроне. Отправление в 8:47 утра. Стоимость билета до конечной «Большая Волга» 620 рублей. Куплен за 2 недели до поездки. Появилась контролер, у нее на листке бумаги был выписан весь список электронных билетов. Спросила, какое у меня место указано, и вычеркнула ручкой. Сказала, могу садиться практически на любое место. На этом рейсе выходные редко бывает большая загрузка. С моей стороны светило солнце, пересел на другую. В окне открылся привычный вид на город. Проезжали флакон, и за ним пространство хлебзавод. Со стороны железной дороги выглядит не очень. Скорость движения в этом районе была медленной, как и у Аэроэкспресса. Здесь лимиты из-за поездов МЦД, которые следуют по своему графику, а отдельный экспресс-путь отсутствует. Еще было несколько новых строящихся станций. Минут через 25 увидел самолет России, который взлетал из Шереметьево. Он полетел в Казань. Переехали канал имени Москвы, и с этого момента электричка заметно ускорилась. На небе следующий самолет А-321 Аэрофлота в Бишкек. Это единственные 2 самолета, которые будут в этом ролике. На следующих остановках прибавилось пассажиров, но все-таки осталось много свободных мест. Удивился отсутствию продавцов или тележки от самого Рекса. Большая Волга. На конечную приехали минута в минуту в 10:57 утра. В городе 2 станции, но именно Большая Волга со временем стала центральной. Формально есть еще и Дубна, дальше по пути, но туда едут реже и не все электрички. Выхожу с остановки и иду в сторону города. Как-то не так пошел, и нужно опять пересечь ЖД-пути, на которых следует поезд МЦД-1. Далеко как забрались московские диаметры. Решил идти пешком. Город маленький, и времени до отправления еще больше 2 часов. Дубна – небольшой, но важный наукоград вокруг Объединенного института ядерных исследований на севере Подмосковья у начала канала имени Москвы. На пути встретились несколько арт-объектов и Дубнинский терминал «Б» без взлетной полосы и самолетов. Город уютный, много велосипедистов, и всегда мне попадались какие-нибудь арт-инсталляции. А какая советская архитектура! Посмотрите, какие брутальные многоэтажки! Есть в Дубне и свой символ эпохи. На фасаде скромной кирпичной 4-этажки для сотрудников института до сих пор читается надпись «Атом не солдат, атом рабочий». Короткая фраза, но в ней целая философия города. Место, где все фотографируются. Буквально в паре шагов сам институт, центр исследований в области ядерной физики и энергетики. Здесь разрабатывают новые идеи в этой области. А вокруг все удивительно спокойно и даже мило. Вторая большая достопримечательность города – это, конечно же, Волга. Большая, настоящая Волга.
Иду на набережную, она прекрасно облагорожена, и горожане на солнышке уже заняли лежаки. Река сегодня спокойная. Обратите внимание на чистый песчаный пляж и на плавающих людей. Вот точно говорю, в следующем году приеду сюда отдыхать. Идеально же, курорт. Или ходить под парусом. Всегда хотел пойти в яхтенную школу. У водного транспорта тоже есть свои сервисы наподобие Flight Radar 24, например, Marine Traffic и Vessel Finder, где можно отслеживать движение кораблей. Вот конструктор Алексеев сейчас идет из Ярославля в Тверь со скоростью около 60 км в час. Вдалеке над гладью Волги появляется моя сегодняшняя цель. На первый взгляд кажется, что это летит самолет, но нет, его крылья не в небе, а спрятаны под водой. Это Метеор 120R, судно на подводных крыльях. Его скорость совсем иная, не сравнить с привычными лодками и катерами вокруг. Он стремительно идет вперед, почти летит, и через пару мгновений видишь не только его силуэт, но и слышишь гул и ощущаешь его мощь. Немного технических деталей. Конкретно этот борт был построен в августе 2023 года для компании «Водолет» из Нижнего Новгорода. В движение его приводят два дизельных двигателя, каждый мощностью по 1450 лошадиных сил. Интересно, что по правилам такие суда могут работать только в светлое время суток. Время стоянки в Дубне 40 минут, но «Метеор» задержался на 20 минут. Его не видно, он стоит за прогулочным кораблем. Уже собралась очередь на посадку. В моем электронном билете, о котором расскажу чуть позже, было написано, что отправление от причала Дубна. Вот такой получается терминал отправления. Наконец открыли ворота и объявили посадку. «Метеор» идет рейсом из Ярославля в Тверь с несколькими остановками – в Рыбинске, Колязине, Угличе и, конечно, Дубне. Это один из дней четырехдневного маршрута. В пятницу старт в Нижнем Новгороде, затем ночевка в Ярославле, на следующий день движение в сторону Твери и дальше обратный путь. На посадке проверяют паспорта и сканируют коды с билетов. Можно купить полет на отдельный участок, а можно и на весь маршрут целиком. Но ночевки в Ярославле или Твери придется организовывать самостоятельно. Судно там стоит ночью без пассажиров. Надо пройти через речной трамвайчик и попадаешь на борт крылатого корабля. Схема во втором салоне 2-4-2, как обычно, например, у А330, но кажется, ширина в разы больше, пространства много. Мое место в первом салоне. Здесь нет бизнес-класса, для всех одинаковые кресла. Лестница наверх в кабину управления. Спросил разрешения подняться и, к удивлению, получил утвердительный ответ. Не так много отличий от кабины самолета. Даже руль-штурвал есть и много мониторов с информацией. Судя по количеству полосок, сегодняшний рейс обслуживает 2 капитана. Они были приветливы и милы. До отправления отвечали на все вопросы пассажиров. Спросил про среднюю скорость, с которой мы полетим над водой. 60. Первый 72 на 15:00 стали на икоре. Можем и больше, но он уже плохо управляется. 72 он залетает над водой и уже не управляется. Ну, вы знаете, как будто с крыльями, как будто самолет. Возвращаюсь в первый салон к своему месту. Его можно выбрать во время покупки билета на сайте. Никакой дополнительной доплаты не было. У меня 4-й ряд по правому борту. На примере пассажира впереди видно наличие функции откидывания кресла. До отправления несколько минут, успею еще прогуляться. В салоне есть мониторы, на которые транслируются видео с камеры, установленной где-то под водой. Посмотрим картинку, когда взлетим. Двери похожие на самолетные, тоже герметичные, но в них нет надувного трапа. У «Метеора» надувные плоты установлены в других местах. У кресел есть откидные столики. Интересно, будет ли обслуживание на борту? Шаг кресел комфортный, не тесно получается. Вид на правую сторону, спокойная сегодня река. Вот эти круглые устройства и есть надувные плоты. В кармашке кресла есть инструкция по использованию жилетов и поведению, если вдруг случится нештатная ситуация. Через громкую связь поприветствовали новых пассажиров, коротко рассказали о безопасности и маршруте. От причала Дубна отошли с задним ходом. Звука работы двигателей в первом салоне почти не слышно. Передать ощущения сложно. Корпус плавно разгоняется и будто медленно начинает взлетать. Это хорошо видно на видео. Чувство похоже, как в самолете при отрыве от полосы, только в каком-то микрорежиме. «Метеор» выходит на опору подводных крыльев и уже словно летит. Набираем скорость. Появляется Дубнинский мост, соединяющий 2 района города. Скорость полета над водой растет. И вдруг в какой-то момент «Метеор» как будто останавливается. Что случилось? Впереди у нас шлюз. Для входа в него нужно двигаться медленно. Это однокамерный шлюз номер 1. Находится у Иваньковского водохранилища, но относится к каналу имени Москвы. Построен в 30-х годах прошлого века. Бетонные стены кажутся немного потрескавшимися. Мы заходим в камеру шлюза и останавливаемся у левой стенки.
Размеры камеры 290 метров в длину и 30 метров в ширину, а глубина в самой нижней части около 5,5 метров. Швартовка здесь осуществляется не к стационарным рымам, а к встроенным в стенку шлюза подвижным швартовым устройствам, так называемым плавучим кнехтам. Они размещены в вертикальных шахтах и механически связаны с уровнем воды в камере. При наполнении или опорожении шлюза кнехт синхронно смещается по направляющей вверх или вниз, что позволяет удерживать судно в фиксированном положении без необходимости перешвартовки. Высота шлюза 11 метров. Именно настолько за 20 минут поднялась вода. В камере с нами находилась небольшая яхта. Процесс привлекал многих пассажиров, смотрели за прибытием воды. На светофоре загорелся зеленый свет, и мы медленно начали движение на 11 метров выше, чем были полчаса назад. Еще одна техническая особенность этого сооружения – автомобильный туннель, который проходит прямо под нами. Начинаем разгоняться, встаем на крыло, и появляется гранитный 25-метровый Ленин. Распахнутый пиджак, выдвинутая нога, полуповорот головы – символы энергии, движения и уверенности в будущем. Это место еще называют воротами в Москву, так как здесь начинается одноименный канал. Около окон есть место для мелких вещей. Упс, но само пространство скользкое, нужно быть осторожным. Летим по Иваньковскому водохранилищу. Идиллия и красота. За вторым салоном есть пространство, где можно открыть окна и не только наблюдать за пейзажами, но и чувствовать ветер. В кормовую часть проход закрыт, посмотреть на силу моторов можно через тонированную дверь. В этой же зоне находится изолированное пространство с туалетами. Их несколько. Они просторные, все чисто, без запахов, можно вымыть руки. Не было требований постоянно находиться на своих местах, поэтому пассажиры в разные фазы поездки занимались разными делами. Было много семей или компаний, кто-то только что познакомился с соседями по креслам, другие сидели в телефонах, а были даже и такие, кто спал. Хотя за окном постоянно менялись красивейшие пейзажи. Единственное, что мешало – слепящее солнце. С другой стороны, какие-то защитные механизмы мешали бы смотреть другим. В салоне несколько мест со столиком. С одной стороны играли дети, с другой стороны компания громко отмечала какой-то повод. Есть несколько розеток, всегда можно подзарядить гаджеты. У Метеора есть свой собственный трап, который путешествует в салоне. Вид на крыло отличный, можно залипнуть на несколько минут, но все-таки качество камеры не очень хорошее. Встречаются грузовые суда, с этим мы расходимся левыми бортами. Хотя было много брызг, все время все окна оставались чистыми. Хорошо продумана аэродинамика судна. В салоне началось оживление. По левому борту Конаковская ГРЭС. Тепловая электростанция – одна из крупнейших в Центральной России. Ее мощность 2,5 гигаватта. Обратите внимание, трубы используются как линии электропередачи. Интересное инженерное решение. И любой предмет сразу становился объектом интереса активной части салона. Было сделано много фотографий и снято много видео с разных ракурсов. В районе Конакова капитан Метеора постоянно включал громкий сигнал, так как на пути были не только водные мотоциклы, но и отдыхающие на сапах. Какой прекрасный день сегодня! При такой глади воды на подводных крыльях идем как по рельсам. Не знаю, какая будет ситуация при наличии волны. Встречаем прогулочный теплоход типа «Москвич». Он построен аж в 1952 году. Выглядит прекрасно в свои 73 года. Дальше по левому борту пляж Конакова. Не видно купающихся людей, все отдыхают на берегу. Повезло жителям высоких этажей многоэтажек иметь такой потрясающий вид на реку. Не только пассажиры в салоне снимали виды вокруг. С берега, с лодок и яхт, с водных мотоциклов, даже с маленьких надувных рыбацких лодочек тянулись вверх руки со смартфонами. Метеор становился главным событием дня, ведь в этих местах его не видели долгие годы. У водолета эти рейсы заявлены как тестовые для проверки спроса. Надеюсь, в следующем году они станут еженедельными. За 100 рублей купил чай. Еще предлагали воду, кофе и какие-то бутерброды. Можно было оплатить банковской картой. Расскажу про стоимость билета. За почти 3 часа такой поездки заплатил 700 рублей, включая бесплатный выбор места. Вы можете купить билеты как на целый маршрут, так и на отдельные его кусочки. Мне даже присвоили код бронирования, как у авиакомпании. До конечной осталось совсем чуть-чуть. Появился открытый в прошлом году мост дороги М11 Нева, который позволяет не проезжать через Тверь, как было раньше. Встречаются такие островки или кусочки растительности посреди реки, похожие на маленькие облачка на небе. Невский 18. В интернете написано тип судна «Шаланда самоходная». Никогда до этого не встречал такое слово. Была загружена, скорее всего, щебнем.
За ней теплоход проекта Р-51 «Москва», который делает короткие прогулочные маршруты из Твери. Он 1974 года постройки и раньше носил имя «Москва-23». Уже виднеется конечная точка маршрута. Взгляд притягивают белые яхты с наполненными ветром парусами, словно и не Волга, а настоящее море. Ближе к делу яхты оказываются не такими большими. На берегу раскрывается дивный пейзаж, купола церквей, старые купеческие дома. Все это вместе напоминает мне старинные гравюры. В этом есть особая ностальгическая красота. Виден причал, у которого стоит двухпалубный теплоход «Башкортостан», построенный в Венгрии в 1962 году. Как они его сюда пригнали. За ним остатки красивейшего речного вокзала. Капитан долго использует судовой гудок из-за малой водной авиации на пути причаливания. Мне кажется, без жилета плавать на таком средстве еще и посреди хода судов опасно. Нужно соблюдать правила. Роскошный какой двухпалубник. Интересно, там сохранены интерьеры прошлого века? Он в эти дни выполнял рейс выходного дня из Москвы. На причале нас встречает множество людей. Для всех это событие. Здравствуй, Тверь, древний город на Великой реке. Город узких улиц, ведущих к просторным площадям. Город, где много молодежи и креатива. Город, что бережно хранит память о великих путях и судьбах. Был много раз проездом, но никогда еще не приходил сюда по Волге. Швартовка выполняется вручную. Матрос набрасывает швартовый конец на кнехт и подтягивает метеор к причалу. Какой все-таки сильный сотрудник. Я думаю, вам всем понравилось. Хотелось бы услышать от вас ваше мнение в виде аплодисментов. На выходе слышал разговоры некоторых пассажиров, которые планировали идти гулять по городу, потом в отель, а на следующее утро на пристань отправиться обратно в сторону Ярославля. Вот это приключение получается. Наконец, лето 2025 года в реестре 8 единиц Метеор-120, из которых 5 уже активно используются и 3 в завершающей стадии строительства. Попасть на борт такого типа можно в Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Ханты-Мансийском автономном округе. Высадив пассажиров, судно отправилось на ночную парковку в пригород Твери, где будет уборка и заправка для следующего рейса. Еще раз скажу, надеюсь на такие полеты в еженедельном формате в следующем году. Обязательно воспользуюсь, но уже в другую сторону. Уж мне так понравилось проходить шлюзы. Несколько часов для прогулки по Твери и на поезде в Москву. Последний раз был в Твери 5 лет назад, и тогда речной вокзал выглядел гораздо лучше. Здание потрясающее. Сталинский ампир на главной артерии страны. Рад его реставрации. Надеюсь, сделают быстро. Около следующего причала стояло 2 круизных 4-палубных теплохода «Илья Репин» и «Лунная соната». Один построен в Австрии в 1975 году, другой в 1988 году в Германии. Ну какая же красивая набережная! Как открытка! Иду гулять. Обратный поезд в Москву в 22 с чем-то. В первый раз вижу ЖД вокзал Твери не со стороны путей. Брутально выглядит. А внутри как будто оранжерея. И глаз радуется обилию зелени, и какой-то особый воздух внутри. Обратил внимание на красивую мозаику еще советского периода. Никак не мог найти, как попасть на пути. Сказали идти по подземному переходу. Мой Сапсан прибывает на первый путь и 3-ю платформу справа. А вот такое здание вокзала прямо открыточное и уютное. Иду искать, куда прибывает мой поезд. Не сразу нашел, не совсем понятная навигация. 41-й путь. Сначала пронесся Сапсан, который не делает остановку в Твери, а через несколько минут за ним появился мой. С другой стороны, пронесся в сторону Санкт-Петербурга без остановки 3-й. Билет на поезд купил за 2518 рублей. Время от Твери до Москвы 1 час 9 минут. В этот раз место в сторону движения было ориентировано правильно. Можно было выбрать «Ласточку» или даже электричку, тогда было бы в разы дешевле. В вагоне было много туристов из Китая, которые продолжали свое путешествие в Москве. На Ленинградском вокзале были минута в минуту. Вот такая поездка выходного дня. Теперь просьба к водолету летать в наших краях чаще. Спасибо большое, что вы посмотрели это видео. Надеюсь, вам оно понравилось. Это какой-то новый формат перелетов.